New medication, removing that will also remove the disease. Безусловно, очень здорово помогает в лечении и повышает его эффективность знания триггера, который спровоцировал патологический процесс. То есть в некоторых ситуациях смена формы, простая смена формы, или если мы знаем, что животное получает какой-то препарат, смена препарата на другой, медикаментозный, может оказаться достаточно для того, чтобы животное смогло справиться с этим состоянием. I would also always include again topical antiseptics in the care protocol. Обязательно в протокол ухода за таким животным доктор будет включать местные антисептики. But the problem is that carprofen and chlorhexidine can also be the triggers of erythema. Однако проблема с такой обработкой антисептической ротовой полости заключается в том, что нам известно, что такие препараты, как хлоргексидин, так же как и карпрофен, могут оказаться триггерами, которые являются провоцирующими факторами к развитию мультиформной эритемы. So if I make it worse by including these medications, then obviously I would immediately take those away. Поэтому нужно относиться к назначению, в частности, обработки ротовой полости хлоргексидином с большим вниманием. И в случае, если очень быстро после назначения таких антисептических обработок состояние пациента ухудшается, очевидно, этот препарат нужно отменить, заменить другим. And then again, if they don't respond to this conservative management, elective extractions and immunosuppressive medications may need to be included in the treatment. В случае, если пациент не отвечает на такое достаточно сдержанное по агрессии лечение, то мы можем рассматривать варианты объективной экстракции, то есть экстракции здорового зуба, и иммуносупрессивную терапию как дополнительные опции. So the prognosis really depends on how severe the disease is at presentation and how they respond to the most initial treatment. Прогноз, безусловно, зависит от того, насколько плохо пациент при первичном обращении владельца, и от того, насколько пациент ярко и хорошо реагирует на первичное лечение консервативное. So if they respond well, then the prognosis is pretty much good for long term. Otherwise, it may progress and we may actually end up with euthanasia of this patient. В случае, если животное хорошо отвечает на наше первичное лечение, то долгосрочный прогноз можно считать достаточно благоприятным, то есть вряд ли когда-то какие-то проблемы с этим животным возникнут. В случае же, если лечение первичное оказывается неуспешным, то долгосрочный прогноз может быть очень неблагоприятным, вплоть до эвтаназии, которая объясняется тем, что животное теряет возможность есть и испытывает очень сильную боль. And the biggest problem for me, I think, are the cases where the pathology was not conclusive and we are not sure if we are actually having erythema or lymphoma. Доктор говорит, что для нее самую большую сложность представляют случаи, когда патогистологически не может гистолог, морфолог дифференцировать окончательно мультиформную эритему от лимфомы. So in those cases, especially if the disease does not respond to the initial treatment, I would recommend rebiopsying in about a month or two. В этих случаях, когда у нас нет окончательного гистоморфологического подтверждения нашего диагноза и мы проходим первичное лечение, после этого рекомендуется провести повторную биопсию, взятие повторной биопсии для того, чтобы повторно гистоморфологически исследовать ткани. Then we can talk more about other immune-mediated and autoimmune disease that can actually be found in the oral cavity. Давайте рассмотрим другие иммуноопосредованные или аутоиммунные патологические состояния, которые могут найти отражение в органах ротовой полости. And one of them is cutaneous lupus erythematosus. Одним из таких примеров, одного из таких состояний может быть красная волчанка в области слизистой кожи. And I'm sure you heard of the disease from dermatology. Безусловно, вы наверняка слышали с точки зрения дерматологических заболеваний о таком состоянии, как красная волчанка. But in rare cases there is also a particular mucosal oral form. Но в случае, если говорить о поражениях ротовой полости, то существует специфическая оральная форма красной волчанки.
And it is most commonly seen in German Shepherds or their crossbreeds. Чаще всего подобное состояние встречается у собак породы немецкая овчарка или их описей. And when we look at the animal clinically, again, it looks very similar to stomatitis, to erythema, to lymphoma. Everything looks the same. С точки зрения клинических проявлений, патология чрезвычайно схожа с другими патологиями, которые мы с вами рассмотрели, со стоматитом, с эритемой, с лимфомой. So that is why it is so important to take biopsy to actually reach the diagnosis, which will give us an idea how to treat and what is the prognosis. И эта ситуация говорит нам о важности, о необходимости проведения биопсийных гистопатологических исследований, потому что успех лечения полностью зависит от успеха диагностики, от корректной диагностики. So this is how the disease can look. You have lesions on the skin and on the mucocutaneous junctions and also in the oral mucosa. Таким образом, клинически мы можем видеть у пациента проявление красной волчанки в области ротовой полости. Вы видите, что поражается кожа вокруг рта, поражается область слизисто-кожного перехода, а также мы видим признаки поражения в самой ротовой полости. And in these cases, I would suggest taking several biopsies from different regions. В этих случаях доктор рекомендовал бы взять несколько биоптатов из различных областей. And try to include the healthy area as well in the biopsy, so that you have the lesion and the healthy part. Причем следует в биоптат обязательно пытаться включить пограничную область, то есть область здоровой кожи, неизмененной кожи и область поражения. It is also very important to differentiate it from the infectious dermatitis, as you can see here. Очень важный этап диагностики – это дифференциация волчанки от инфекционного дерматита, пример которого мы видим на экране. So in this particular case here, the periodontal disease was so severe that the saliva, which was full of bacteria, actually caused dermatitis of the skin fold. В этом случае, на этом примере, мы видим ситуацию, когда поражение периодонта было настолько сильно, настолько долго прогрессировало, что слюна, наполненная, наводненная вот этими бактериями в результате воспалительного поражения зубов, стекая по коже, привела к возникновению бактериального дерматита в этой зоне. So ideally, or you can also take a biopsy here to make sure that this is just dermatitis. Безусловно, вы можете взять биопсийный материал в такой ситуации тоже для того, чтобы убедиться в том, что это бактериальный дерматит. But the difference is also that in this case, when we have dermatitis, these lesions will heal once we take care of the oral cavity and put the animal on antibiotics, while in the other case, that will not help. Но еще одним таким пунктом дифференциации может быть лечение, периодонтологическое лечение, то есть лечение заболевания зубов и назначение курса антибиотиков, после чего вот этот дерматит вблизи ротовой полости проходит сам собой без какого-то специального лечения, в отличие от случаев, если мы говорим о волчанке, когда, несмотря на скрупулезное лечение тканей ротовой полости, улучшение со стороны кожи мы не увидим. So we were talking about this. I always in these cases combine the clinical findings with the biopsy to guide your treatment and to predict the prognosis. Для того, чтобы разработать план лечения и иметь возможность владельцу некий прогноз озвучить, всегда следует комбинировать клинические данные, которые вы находите в ходе осмотра, а также данные гистологического исследования. And the good news for the mucocutaneous lupus erythematosus is that usually majority of the dogs will respond favorably to treatment and the long-term prognosis is usually good. Что хорошо относительно красной волчанки, то есть если мы подтверждаем диагноз красной волчанки, то для собак это достаточно, заболевание имеет достаточно хороший прогноз, то есть при наличии подтвержденного диагноза и соответствующей терапии долгосрочный прогноз будет благоприятным. When we talk about toxic epidermal necrolysis again, it's something that you've probably heard in dermatology, and if you didn't
you know that it's usually very bad news. Еще одно состояние, еще одна проблема, о которой тоже наверняка вы слышали от дерматологов, это токсический эпидермальный некролиз, и здесь ситуация не очень оптимистичная. And to be a bit more scary, toxic epidermal necrolysis usually happens in those patients that are sensitive after use of non-steroidals. Еще одна неприятность, которая подстерегает нас, если мы видим пациента с токсическим эпидермальным некролизом, связана с тем, что часто такая патология возникает в ответ на гиперчувствительность пациентов к РПВС, нестероидно-противовоспалительным препаратам. At least it is very rare, so that certainly does not discourage us from using non-steroidals. Но, к счастью, безусловно, такая ситуация является довольно редкой и не статистически настолько вероятно, чтобы не лишить нас возможности назначать нашим пациентам нестероидные противовоспалительные препараты. So the disease progression is very fast, it's really rapid, and the patches of these erythematous lesions start to confluence and cause actually severe damage of the skin and oral mucosa. Заболевание развивается чрезвычайно быстро, и вот эти очаги повреждения кожи, ротовой полости, небольшие очаги сливаются между собой, вызывая такое массированное поражение кожи и ткани ротовой полости. So basically our diagnosis again is based on the clinical findings and biopsy, but usually biopsy, when we get the results back, the animal is usually already euthanized because it's so fast progressing. Безусловно, с точки зрения диагностики мы снова опираемся в этой ситуации на данные клинического осмотра и гистологические исследования, то есть исследования биоптатов. Однако, к сожалению, когда мы получаем результат лабораторной диагностики, зачастую пациенты с такой проблемой оказываются уже подвергнуты эвтаназии в связи с тем, что заболевание прогрессирует более интенсивно, нежели чем работают при стоматологии. So prognosis is really very poor in this particular disease. В этой ситуации, к сожалению, прогноз очень неблагоприятный. Eosinophilic granuloma complex, probably you've heard of this more in cats than in dogs, but it also affects dogs dog breed. Другая проблема, которую вы также наверняка слышали, однако уже в связи с пациентами-кошками нашими, это комплекс эозинофильной гранулемы. Эта патология также нужно помнить, что помимо кошек она может поражать собак, хотя встречается достаточно редко. We still don't know what is causing it, the same as in cats, but some sort of trigger that causes infiltration of eosinophils is involved. На сегодняшний день нам неизвестна причина, которая является провокатором развития этого патологического процесса, однако известно, что существует некий триггер, который провоцирует инфильтрацию тканей периферических эозинофилами. In dogs, we will mostly see it in Siberian Huskies, Malamutes, and King Charles Cavalier Spaniels. Those are typical breeds. Если говорить о предрасположенной предрасположенности к данной патологии, то зачастую сибирские хаски, маламут и кавалер King Charles Spaniel будут входить в список предрасположенных. So what we usually see are bilaterally symmetrical mucosal lesions that are typically located in the caudal oral cavity or in the pharynx. Что касается клинического проявления, обычно мы будем наблюдать такие симметричные изменения слизистой оболочки, выросты слизистой оболочки, которые локализуются в области глотки или в каудальной части ротовой полости. Again, the final diagnosis comes from biopsy. Окончательный диагноз опирается на данные биопсии. We can also do an impression smear because we will see eosinophils, but since the animals are usually under anesthesia, I would always suggest taking a biopsy as a more definitive diagnostic tool. Некоторое представление о степени эозинофильной инфильтрации можно получить с помощью мазков отпечатков, однако в любом случае, так как такой пациент обычно при обследовании находится в состоянии общей анестезии, доктор настоятельно рекомендует брать биопсию. So as said, we
combine clinical science and biopsy. In these cases, I usually try to involve dermatologists because it may be part of skin problem as well. Диагностика снова, как и в предыдущих случаях, опирается на комбинацию клинических данных, данных клинического обследования и данных биопсийного исследования. Но доктор говорит, что вот в этих случаях при подозрении на эозинофильную гранулему она предпочитает прибегать к такой коллегиальной помощи дерматологов, потому что кожа часто оказывается тоже пораженной. What to do with treatment? So if the dog is not painful, it's not showing any clinical signs, then I may not even treat it. Что касается лечения, то подход будет зависеть от степени клинических проявлений. Если при наличии таких изменений собака чувствует себя хорошо, не показывает признаков болевого синдрома, что ей что-то мешает, то доктор предпочитает не трогать ее, то есть никак не лечить. I mean, I would always do periodontal treatment and oral care, but no other method. Исключая, безусловно, лечение тканей пародонта и стандартные техники ухода за ротовой полостью. То есть это отдельно специфического, имеется в виду, что специфического лечения в отношении эозинофильной гранулемы можно не предпринимать в такой ситуации. The other thing, and it's the same in cats, that I would recommend is complete deworming and defleeing. So to make sure that there is no parasitic infestation. Другой аспект, который обязательно должен прозвучать в ваших рекомендациях, это дегерметизация животного и обработка его от эктопаразитов обязательно. Это очень важный момент. And if the patient, if that doesn't help, and if the patient is clinical, which is usually problems with swallowing the food because of the location of the lesions. В случае, если эти меры никак не изменяют состояние пациента или пациент при первичном осмотре демонстрирует явный дискомфорт, который обычно у таких животных проявляется затруднением глотания, что связано с локализацией вот этих гранулем. Then I would include one of the immunosuppressive treatments, where the first line is still prednisolone corticosteroids. В терапии добавляется один из препаратов, оказывающих иммуносупрессивное действие. Преднизолон в этой ситуации, безусловно, лидер наших соревнований. But when we're using prednisolone, it really should be long-term treatment and slowly tapered. Но в случае, если препаратом, который мы выбираем, оказывается преднизолон, нужно помнить о том, что лечение должно быть очень продолжительным, с очень медленным и поэтапным уменьшением дозы. Because usually they all respond to the initial doses, and then if we start tapering or discontinuing too fast, the lesions will reappear, and then it's becoming more and more difficult to control them. Необходимость такого длительного курса преднизолона связана с тем, что в большинстве случаев на первичные большие дозы препарата животные отвечают очень хорошо, и вот эти гранулемы уменьшаются. Но если мы радуемся вдохновленные вот этим результатом, отменяем препарат или начинаем титровать его слишком рано, слишком быстро, велика вероятность того, что гранулема победит и произойдет ее рецидивирование, и чем больше она будет рецидивировать, тем сложнее нам будет потом контролировать этот процесс. And then cyclosporin has also been described, as well as were antibiotics. Еще одна категория, которая была описана медикаментозная для контроля эозинофильной гранулемы, это циклоспорин и антибактериальный препарат, антибиотики. And with antibiotics in cats, it was described, we'll talk about that later, but it has been described as a sole use of amoxicillin clavulanic acid over 6 to 8 weeks, and the treatment with antibiotics alone actually helped control the disease. Что касается применения антибиотиков, это описано в кошек, мы с вами чуть подробно это рассмотрим позже, но известно, что с успехом удается контролировать эозинофильную гранулему кошек использованием амоксициллина, потенцируемого гуаниловой кислотой на протяжении 6-8 недель в качестве монотерапии. Этого часто является достаточным для контроля патологии. And when I talk about prognosis with the client, I'm usually very careful. They need to know that the treatment may be really long or even lifelong.
Если говорить о прогнозах, то есть если речь заходит о том, что вам необходимо владельцу озвучить какие-то прогнозы, то здесь нужно быть очень осторожными и сказать владельцу, что лечение может быть очень-очень долгим или даже пожизненным. And in those animals that do not respond to the first treatment, I usually change to the other. And if they don't respond to that, I would change to antibiotics or combination. And if it doesn't respond to anything, then we actually have a big issue. В случае отбор лечения осуществляется таким эмпирическим путем на некоторой степени, то есть назначается первичное лечение, да, если оно не работает, то следует сменить препарат, если это не работает, то можно использовать антибиотикотерапию, если не работает и это, то мы оказываемся в не очень приятной ситуации. And then certainly any immune-mediated disease that affects skin and other parts of the body can also affect the oral cavity. So as soon as we see some lesions in the oral cavity, I would always suggest biopsy them before we actually proceed with treatment and prognosis. Безусловно, другие аутоиммунные патологии, которые имеют тенденцию поражать кожные покровы, могут найти отражение и в поражениях ротовой полости тоже. В любом случае, прежде чем что-то выдумывать относительно лечения и какую-то стратегию вырабатывать, доктор всегда при наличии таких не очень ясных изменений в ротовой полости воспалительных рекомендует брать биопсию. Now we are moving away from autoimmune and immune-mediated diseases, and we'll talk more about infectious diseases. And the first one that we'll go through is osteomyelitis. Давайте теперь мы сменим тему немножечко и от аутоиммунных поражений ротовой полости переместимся в сторону инфекционных поражений, первым из которых будет остеомиелит. So when we talk about osteomyelitis, we talk about inflammatory infectious process in the bone.